Приветствую всех! Время от времени на канале Фортусита вы будете видеть ролики с такими названиями. В них будет идти речь о ваших комментариях. Дело в том, что ваши комментарии, ваше видение и ваши вопросы не менее важны той информации, которую выдаю я. Возможно, некоторые из вас не знают, но владельцы каналов на YouTube имеют возможность переходить в творческую студию, на которой одним кликом можно перейти в закладку «Комментарии», где можно увидеть все комментарии своего канала. Если же вам захочется пересмотреть все комментарии канала Фортусита, вам нужно будет кликать по каждому ролику отдельно. Понятное дело, что этим заниматься никто не будет, но из-за этого есть вероятность того, что вы никогда не услышите о чьей-то точке зрения, о каком-то вопросе в комментарии и на ответе, который даю я. Именно для этого и будут нужны такие видео. Первый вопрос, который уже звучал неоднократно, это откуда брать, черпать информацию для обучения рунам. Канал Фортусита — это тоже информация, в которой можно обучаться рунам. Если вы на самом деле посмотрите видеоролики с самого их начала, что очень легко сделать, перейдя на плейлист руны, где все видео выкладываются по дате их создания. Уже в этих видеороликах вы неоднократно найдете себе информацию, где я рассказываю о том, где черпать информацию по рунам. Второй вопрос связан с темой талисманы. Для начала скажу то, что я еще ни слова не говорил об этом, поэтому вот те талисманы, которые есть уже у вас сегодня, вы создавали сами по каким-то определенным системам, о которых я не знаю. Единственное, что могу сказать по этой теме, как к ним относиться. Не переоценивайте смысл самого того физического объекта, на котором нанесен символ, потому что суть кулона с рунным символом заключается в самом символе. И на самом деле не обязательно ему находиться с вами. Вот как пример наведу вам такую ситуацию с порчей, все вы о ней слышали. Она наводится рядом каких-то определенных магических практик. И дело в том, что какой-то объект, на который наведена порча, не обязательно подкидывать тому, на кого наводится порча. Порча может быть наведена дистанционно, и человек при этом не будет носить на себе никакого талисмана. То есть талисмана, который несет негативный аспект. Но порча будет оказывать на него воздействие. Вот так и доброжелательные талисманы, которые вы носите. Не переоценивайте тот физический объект, который находится рядом с вами, и на нем нанесен рунный символ. На эту тему мы с вами поговорим, но это будет позже. Третий вопрос говорит о том, можно ли заводить тетрадь для обучения по рунам. Можно, но только заводите ее в контексте как дневник. То есть, чтобы все было четко по датам и последовательно. Чтобы в каждую дату вы конкретно понимали, какая руна в тот день присутствовала с вами, либо вы проводили какие-то свои практические действия с этой руной. Не советую в этой тетради чертить символы, лучше прописывайте руны прописью. Если же вы хотите потренироваться чертить руны, делайте это карандашом, чтобы это можно было потом стереть. Либо если вы делали это ручкой, то делайте это на отдельном листочке, для того, чтобы потом можно было сжечь, и от этого, чтобы не пострадала ваша тетрадь, в которой будут все ваши записи. Четвертый вопрос связан с значением рун, где вы переспрашиваете после определенных роликов о каких-то значениях рун. Но поймите, когда я вам рассказываю свое видение о руне, я уже говорю вам свое мнение. Поэтому, пожалуйста, не переспрашивайте или не перезадавайте какие-то другие интерпретации рун, потому что их на самом деле существует много. Также не спрашивайте о значении рун наперед, о которых я еще не разговаривал, потому что вся информация в рассказе о рунах на моем канале будет идти последовательно. Был такой момент, когда человек спрашивал про руну Перт-Роу. Эта руна будет немножко позже, я о ней обязательно расскажу и дам ответ на ваш вопрос, но это будет позже. Пятый вопрос, это когда вы спрашиваете о возможностях рун и можно ли с их помощью решить те или другие ситуации, где очень часто звучит вопрос про порчу. Скажу вам так, при помощи рун можно решить многие вопросы,
задачи, проблемы, ситуации в вашей жизни. Все будет зависеть от вашей способности использовать руны в своей жизни. Шестой вопрос – это как можно связаться со мной. Связывайтесь, пожалуйста, со мной через комментарии под моими видеороликами на YouTube. Если вы не можете написать туда свой вопрос, значит этот вопрос явно не ко мне. Я предоставляю информацию по обучению рунам. После чего каждый из вас, кто уделит этому время и свое внимание, сможет в будущем сам решить определенные задачи, ситуации в своей жизни при помощи рун. Седьмой вопрос о оговорах, подношениях, то есть о жертвах, когда вы создаете какие-то рунные формулы, и чтобы их как-то активировать, у вас возникают такие вопросы. Для начала скажу, что я на своем канале еще об этом не разговаривал, поэтому задавая мне такие вопросы, информацию о них вы взяли где-то в другой стороне. Единственное, что я могу вам сказать, это само понятие оговора и подношения. Это в каком-то смысле концентрация, ваша собственная концентрация над тем, на что вы хотите повлиять. Осуществляя оговор, вы в каком-то смысле подтверждаете вашу формулу на то, что вы хотите ее применить. Делая подношение, снова подтверждаете свое желание, свое намерение, на что вы хотите повлиять с помощью рунной формулы. На эту тему я буду говорить позже, потому что на самом деле вопрос жертвы очень сильно искривлен на сегодняшний день в сознании людей. Не так много есть у вас вашего личного собственного, чем вы можете пожертвовать. Я не буду сейчас говорить об этом. К этому вопросу мы с вами вернемся, и это скорее всего будет только после того, когда мы пройдем всю рунную систему. Восьмой вопрос связан со страхом, зависимостью в процессе обучения и практики рун. Понимаете, путь с рунами у каждого свой индивидуальный. И вот тот страх, и вот та зависимость, которую вы сегодня ощущаете, это ваша личная. Вами лично же надуманное. Руны не ставят человека на колени. Они его не пугают и не делают его зависимым. Поэтому, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, который влияет уже на вашу жизнь, и этот дискомфорт связан с рунами, поменяйте что-нибудь в своей практике. Я не говорю вам отречься от рун, этого делать не надо. Но если вы каждый день используете руны, поживите какое-то время без рун. Я вас уверяю, ничего не случится. Когда-то, в начале моего изучения рун, у меня был рунный набор. Он и сейчас есть. Время от времени я опускал в этот рунный набор руку и доставал себе руну. После чего я носил эту руну с собой, оставляя набор без одной руны. Чтобы вы себе понимали, всю рунную систему я проносил за 4 года и 8 месяцев. На многих моих джинсах в районе левого кармана был протертый белый кружок, потому что в том месте всегда лежала руна. Это был мой путь, так делал я. Я не говорю, что вам нужно так делать, но так я пережил все руны, которые носил в тот момент. На сегодняшний день я уже много лет хожу без рун. Но тогда для меня это было так важно, что у меня выработалась такая привычка, что я левой рукой проводил по карману сверху для того, чтобы ощутить руну. И уже после того, когда я не носил руны, я очень долго имел эту привычку. И когда я проводил рукой и не чувствовал руну, меня даже в какой-то момент вздрагивало. Что я ее забыл, не взял сегодня. Такие моменты время от времени были. Сегодня этих ощущений нет, у меня совсем другой уровень обращения с рунами, но тому опыту я благодарен, очень много из чего я в тот момент вынес. С этим опытом я обязательно поделюсь, но это разговор будущих наших тем. Поэтому не ставьте себя на колени перед рунами, чувствуйте себя достойно, уважайте руны и взамен получите то же самое. Девятый вопрос – это не совсем вопрос, а выражение мнения определенных авторов, которые оставляют комментарии под моими видео. Я на самом деле очень благодарен вам за ваше видение, потому что для меня это на самом деле важно. В некоторых таких комментариях
звучит такое мнение, что я неправильно озвучиваю руны. В своих видео я уже говорил об этом. Я не придаю особого значения звучанию рунам, потому что сама суть руны заключается в понимании ее свойств. Важнее знать, как правильно чертить символ и как он образуется. Звучание руны нужно было для передачи устной информации. То есть, если мы хотим сегодня кому-то рассказать о рунах и при этом не выводить символы, мы даем рунам определенное название. И в каждых народах эти названия могли меняться. Сегодня мы это видим в разных источниках, как руны меняют свое название. Я вам наведу банальный, но довольно актуальный пример со словом «мама». Понимаете, мам во всем мире в разных странах называют по-разному. Но мама остается мамой. Но при этом заметьте, что свойства мамы могут меняться. Мамы бывают разные. Бывают заботливые, бывают безответственные, бывают нежные, любящие, бывают строгие. От этого и меняется отношение детей к своим мамам. Все дети относятся к своим мамам по-разному. Хотя при всем при этом в разных странах мам называют по-разному, свойства мам у всех разные, но сама суть понимания мамы во всем мире одна. Это та женщина, которая народила своего ребенка, воспитала его, она его любила и оберегала. Но при этом в мире существуют миллиарды мам, и все они по-своему отличаются. Но суть в своем сознании мы имеем одну и ту же. Поэтому сегодня, когда вы говорите «мама», «мамочка», «мамуня», вы имеете в голове свое определенное видение о мамах. Но в мире есть такие мамы, которые очень серьезно вредили своим детям. Но когда сегодня вы слышите слово «мамочка», вы же не вспоминаете про ту маму, которая вредила своим детям. Вы думаете только о той маме, которая идеалом заложена в ваше сознание. Вот точно так же и само понятие звучания руны. Вы можете использовать то звучание, которое лягло в ваше сознание в процессе обучения и жизни с рунами. Но не это является сутью и силой руны. Очень искренне надеюсь, что вы меня поняли, а если вдруг нет, то в будущем вы все-таки это поймете. Но все равно спасибо вам за такие комментарии. Они очень сильно помогают развитию моего рассказа. Также хочу поблагодарить всех тех, кто оставляет комментарии с благодарностью, с похвалой в мою сторону. Вам всем огромное спасибо. На комментарии, которые я ранее давал ответы в письменном виде или выкладывал видеосюжеты, я ответы давать не буду. Если вдруг по какой-то причине вы не услышали ответ в этом видеоролике на свой комментарий, оставьте, пожалуйста, его под этим видео. В следующем ролике такого типа я обязательно его проговорю. В будущем, если вы не видите моего письменного ответа под вашим комментарием, не думайте о том, что я его не прочитал. Просто на самом деле я, наверное, откажусь от ответов, глубоких ответов под комментариями, которые вы оставляете, потому что я не уверен, что вы их читаете в том тоне, в котором я пытаюсь вам их передать. И на самом деле мне очень сложно в письме передать глубину своего ответа на ваши комментарии, тем более если ваши комментарии имеют глубокий смысл. Понимаете, суть комментария очень важна. Правильно заданный комментарий – это уже половина ответа. Поэтому пишите ваши комментарии, я буду давать на них ответы в видео такого формата. Желаю всем успехов в познании рун. Советую вам обратить внимание на ваш предыдущий опыт в этой теме. Возможно, именно там кроется тот блок, который мешает сегодняшнему проявлению истинному значению рун.